Теперь за параметрами вашего компьютера и температура легко следить с таким вот большим 9-дюймовым экраном. А также тут можно сделать кастомные темы. Поехали! Привет всем, вы на канале KitaiQX, и как всегда очередная посылочка из Китая, и как вы поняли из названия, у нас сегодня вот такой вот здоровенный экран 9,2 дюйма приходит от такой вот белой коробки. А перед обзором не забываем подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий, и также не забываем за спонсорство. Вам не сложно, мне приятно. Вы меня спросите, зачем такой экран нужен? Ну вот, например, поставили вы себе под монитором, или у вас стоит прозрачный системник красивый, вы туда его вмонтировали, и он будет выводить вам практически любую информацию, которую вы зададите. То есть температуру процессора, скорость вентиляторов, частоты, насколько загрузка идет процессора. Также самое все по видеокарте, оперативной памяти, SSD-шкам, HDD-шкам. Также можно вывести погоду, можно, чтобы показывало, какая у вас сейчас громкость. Короче, куча различной информации, так сказать, технической, можно выводить на этот мониторчик. Ну и также можно просто сделать анимацию, и будет красиво у вас что-нибудь переливаться в системнику, допустим. А стоимость этого монитора $50. Ну, как всегда, можно взять и дешевле, если покупать в распродаже и с промокодами, с монетками, естественно, на AliExpress. Что у нас по комплектации? Ну, вот такая вот богатая довольно комплектация. Нас встречает тут инструкция, сам экран, два кабеля, специально два, может кто-то хочет снаружи поставить, кто-то внутрь системника. Вот такие вот беленькие. Вариация этого экрана еще есть черная. Также у нас тут есть вот такая вот пластинка, подставка на стол магнитная, тремовский скотч, болтики и крепежи. Ну, например, вы хотите внутри системника прицепить его. Вот, например, как вы сейчас видите на видеоряде. По внешнему виду довольно огромный экран. Он у нас в алюминиевом корпусе, довольно широкие рамки, и у нас имеется сбоку USB гнездо Type-C и USB гнездо, которое у нас идет для материнской платы, 9-пиновая. Там на материнской плате у всех есть 9-пиновые гнезда, а обычно их идет 2. Вот туда можно подключить вторым кабелем, который я сейчас вам тоже показываю. Короче, как я и сказал, богатая комплектация, можно по-различному подключать к компьютеру, кто хочет снаружи, кто хочет внутри. Ну а теперь давайте перейдем к характеристикам. Сам дисплей у нас 226 мм на 54, 9,2 дюйма, IPS, довольно яркая матрица. Разрешение у нас тут 1920 на 462 пикселя, и при такой диагонали в 9,2 дюйма у нас тут выходит 209 dpi плотность пикселей. Довольно хорошая для такого маленького экрана. Размер самого же устройства по габаритам 242 на 63, 12,5 мм толщина, то есть 1,2 см. Вес 194 грамма, довольно увесистый. Если еще кабель подключаем и крепежи, то всех 200 будет. Подключается, как я уже говорил, по USB Type-C или шнуром непосредственно в материнскую плату. Максимальная потребляемая мощность этого экрана 1,6 Вт. То есть при 5 вольтах примерно 0,32 ампера. Вот примерно так где-то. 0,3 ампера будем говорить, больше он не потребляет. Ну что ж, вот так вот оно выглядит. В принципе, можно переходить к подключению. А перед тем, как будем подключать, не забываем подписаться на канал, поставить лайк, написать какой-нибудь комментарий, поделиться этим видео, ну и не забываем за спонсорство. Поехали! Перед тем, как нам его подключить, он просто так работать не будет. Естественно, надо скачать приложение специально на компьютер. Кстати, такие экраны есть и с флешкой внутри. Туда можно закидывать видео. Есть такие же экраны с HDMI. На них вообще можно картинку спокойно выводить с компьютера. То есть, как дополнительный монитор. Но я не вижу в этом смысла в таком маленьком экране. Лучше вот купить, чтобы с отдельной программкой работал. Все-таки мы должны выводить на него информацию. Как я и сказал, нам понадобится приложение. Его можно скачать с официального сайта. Тут смотрите, переходите именно на свою дюймовку, так сказать. Тут они по дюймам делятся, потому что если скачаете, например, на 5 дюймов или там на 3 дюйма, оно работать не будет. Там совсем разные приложения, потому что у меня есть и маленький экранчик, сейчас вот взял большой, они не работают. Программка одна с другой, короче, да. Также можно скачать по ссылочке, которую я дам снизу, это прямая ссылка на приложуху. Она так же самое есть у китайца, обычно на страничке, там где вы покупаете товар в Алиэкспрессе. Скачали архивчик, запустили файлик, она уже идет установленная, то есть вот эту папочку вам надо будет с программкой закинуть в то место, куда вы не будете лезть, чтобы она там лежала и первый раз ее запустили. Потом она будет запускаться автоматически. Ну, там надо будет галочку в самой программе
программе поставить. Короче, при первом запуске она это делает примерно секунд 20-30, она сканирует ваш компьютер, проверяет системы, ну, короче, какой у вас процессор, видеокарта, какие у вас диски есть, короче, вот это все сканирует и проверяет. И потом мы видим вот такое вот окошко. Первая вкладочка у нас Information, так сказать, информация. Вот Ryzen, RTX у меня стоит, оперативочка, и там вот, как вы видите, температуры, все классно, графиками показывается. Кстати, эти графики можно так само выводить на экран. Потом у нас есть снизу вот 9,2 дюйма. Это у нас вкладочка, получается, нашего мониторчика. Если у вас их будет 2, тут 2 появится мониторчика. И тут уже непосредственно мы можем менять темы самого экрана. Как вы видите, вот их тут есть какое-то количество, их можно создавать самому. Дальше это я вам покажу. Вы можете его переворачивать, можете вертикально делать, горизонтально делать, можете, может у вас там как-то крепеж так совпал, что вам надо его вверх ногами повешать, и можно на 180 повернуть. Также само можно задать яркость, как вы видите, все регулируется. После того, как вот это понастраивали, надо нажать Run, чтобы оно применилось. Ну и Stop, чтобы, естественно, опять менять. При каждой смене, при каждом, не знаю, даже яркость поменяли, надо нажать Stop, Run, чтобы оно применилось. Ну и также у нас тут есть еще кнопка, чтобы создать самому мониторчике эти всякие разные темы, так сказать. Мало того, там можно бэкграунды выставлять, вот это все, да, кнопки. Это, в принципе, не так интересно, а вот именно сама кнопка темы, вот это вот, в ней можно создавать свои экраны. Естественно, перед тем, как создавать, надо нажать кнопку Стоп, зайти сюда в редактор. Можно выбрать тему, которая уже есть, и ее редактировать. Можно создать с нуля. Сюда можно добавлять гифки, то есть анимации делать, добавлять различную информацию. Как вы видите, есть у нас в левой колонке куча разделов, и в этих разделах еще есть подразделы. Например, там в статус-баре куча разделов, имидж, клок и куча разделов можно добавить. Это все настраивается, цвета настраиваются, размеры, шрифты, все настраивается. То есть любителям поиграться с этой штукой, это прям, не знаю, находка, я так скажу. Тут можно видосик можно с анимацией сделать и просто воспроизводить. Я видел, люди так делают, просто по приколу, там какая-нибудь машинка гоняет, не знаю, там просто огонек горит. Ну, кому что. Вот я лично вывожу информацию в компьютере, и мне так вот подходит, мне нравится, я хочу следить, насколько греется видеокарта, потому что на всякие вы можете знать, 2060 Super, она довольно горячая штука, особенно та, которая у меня была в обзоре, ссылочка сверху в правом углу, можете тоже перейти и посмотреть. Отвлеклись от темы. Можно настроить цвета, размеры, шрифты на любой вкус и цвет. Тут я особо не вижу смысла задерживаться, потому что, ну, тут просто надо сидеть, разбираться, тыкать, добавлять, смотреть, что оно меняет. Тут куча просто всего. Ну и также, что я могу сказать, при сохранении, вот снизу у нас есть сохранить тему, обязательно меняйте название. То есть вот мы, допустим, выбрали AMD, вам надо тут выбрать AMD, допустим, 1, сохранить, закрыть программу, запустить программу, а потом уже ваша тема появится в программе. Не всегда она появляется сразу, то есть приходится перезапускать, да, вот такой вот косяк этой программы китайской, но тем не менее темы редактируются, создаются и они добавляются, и это хорошо. Кстати, если вдруг вы хотите эти темы себе сохранить, они там в папке с программой есть, в папке темы, вы их оттуда достаете, себе отдельно где-то закинули, чтобы не потерять, ну или в архивчик куда-нибудь, и все. Вот такая вот простецкая штука. Раздел Setting. В сеттинге вот можно выбрать все, что будет отображаться, что будет считываться, отображаться, различные вентиляторы, различные параметры. Автозапуск тут есть, обязательно ставим. Также, как я и говорю, можно погоду выводить, но надо его тут вот в сеттинге настроить. То есть программу изначально в сеттинге надо настроить. Вот интернет выбрать, какой процессор, CPU, GPU, и вот это все надо выбрать, короче, чтобы оно отображалось. Ну и, естественно, сохранить, а потом уже идти создавать свою тему. Ну, в принципе, если вы создадите тему, а потом сюда зайдете и будете настраивать, так тоже пойдет. Оно, в принципе, все как бы поменяется. Оно потом все поменяется, и в теме будет показываться то, что вы задали вот в этих настройках. То есть вот эти настройки, сеттинг, это основные, это то, что будет программа считывать с компьютера и уже непосредственно эту информацию подавать вам в тему на экранчик. Я надеюсь, подробно
понятно объяснил. И если какие-то вопросы будут, вы знаете, где комментарии, можете что-нибудь написать, спросить, на все буду отвечать. Также вот хочу показать, как это выглядит, уже установленное в системник, довольно красиво. Особенно вот белый системник, белый монитор, как я и говорю, есть черный мониторчик под черные системники. Может, у вас стеклянный черный системник, и вот вам надо именно под дизайн черного цвета. Он довольно большой, с хорошим разрешением, что очень важно, потому что есть такие же 9-дюймовые, там 8-дюймовые с плохим разрешением, там 800 на 300 точек, а 1920 это уже хороший DPI, то есть картинка четкая. Вот как вы видите, вот этот маленький мой экранчик, который у меня старый был тоже в обзоре, сверху подсказочка в правом углу. Тоже в нем плохой DPI, как вы можете видеть, ну прям видно пиксели, не знаю. Может и не так прям критично, когда смотришь издалека, но разрешение хотелось бы побольше. Ну и в этом маленьком экранчике, если вы смотрели мой предыдущий обзор на этот экранчик, то вы знаете, что у него намного меньше функционала. Короче, вот такой вот экран вот так вот классно выглядит. Претензий у меня к нему нет, работает классно. Видео снималось, как вы видите, уже давненько. Только что смонтировал, ну как есть. Но по сегодняшний день работает безотказно, вообще никаких проблем не было. Чуть-чуть греется на максимальной яркости, но это нормально, там светодиодная подсветка. Вот, но я на максимальной яркости не пользуюсь, потому что он очень яркий. Если у вас, конечно, темное затонированное стекло, как идет в черных корпусах, то в принципе есть смысл от максимальной яркости. А так как системник белый, стекла прозрачные, максимальной яркости тут не надо. Вот, кстати, системник, если что, это не мой, у меня маленький мониторчик, он меня вполне устраивает. А то тоже будут вопросы: а ты же говорил, у тебя 2060, а там стоит Radeon. Да, системник не мой. Ну а вы были на канале Китай QX, не забываем подписаться на канал, поставить лайк, поделиться этим видео, может кому-то надо такой вот мониторчик. Также не забываем за спонсорство, поддержите канал, вам не сложно, мне приятно, хотя бы чуточку. Все, до новых встреч.